пришли сюда сегодня все выразить нашу поддержку Украине, поддержать ее в эти трудные минуты, которые происходят, и показать Украине, что несмотря на то, что мы находимся в Америке, наши сердца вместе с ней. Ну, я здесь, во-первых, потому что я вырос на Украине, я в Америке живу очень давно, уже почти 20 лет, но все равно я думаю об Украине, и мне очень не нравится, что Путин развязал войну против страны, в которой я вырос и жил. Я не могу смотреть спокойно на то, что происходит в моей стране, в Украине. Я не хочу, чтобы повторилась история, как это было в Германии. Я не хочу, чтобы страна была свободна, чтобы Украина была свободна. Я считаю, что самое страшное преступление, самое страшное для человека недостаток – это страх. И когда мы преодолеваем страх, мы становимся свободными, и мы становимся настоящими людьми. Я очень желаю, чтобы в России люди преодолели этот страх тоже. И чтобы мы снова дружили, Россия с Украиной, как мы дружили раньше. Я сама журналист газеты «Запад-Восток», и я буду освещать этот митинг, ну и не только как журналист, но и как человек искренне обеспокоен, мягко говоря, происходящим. То, что Путину попустительствовали 15 лет со дня его прихода, то, что ему спустили с рук колоссальные преступления, совершенные им в Чечне, то, что ему спустили с рук фактически Грузию, толкнуло его на новые дальнейшие завоевания, и все-таки он просто боится, что ему в конце концов придется ответить. И поэтому он реагирует, наращивая все новые и новые маразмы и заводя свою страну просто в исторический тупик. Я из России, и я знаю, как мои друзья, как мои знакомые все оболванены этой пропагандой, как они искренне верят в то, что нет там наших войск. Но моему сыну 20 лет, он только что отслужил в армии, он переписывается со своими однополчанами, он знает, что сейчас, вот прям сейчас, 3 их контрактника находятся на Украине и изображают ополченцев. Никто не спрашивал их желания, они даже не знали, куда они едут, приехали и там вот воевали. Я против того, чтобы моего сына отправили на войну. Он, конечно, не военный, но все равно я против вообще, чтобы вмешивались в дела другого государства. Девочки, ловите там кого-нибудь. Пока все не садятся. Окей. Давайте, включайте. Все должны. Спасибо большое вам всем. Спасибо за то, что вы пришли сюда поддержать Украину, людей в России.